Добрый день, дорогие подписчики, зрители канала. Продолжаю бульдозерить. Привез мне сосед еще песка и буду дальше выравнивать. По поводу переставления руля на мотоблоке. Дело в том, что несложно, это быстро. Да, согласен, все это быстро. Переставить руль на мотоблоке можно, но дело в том, что руль переставил, огромная нагрузка идет на руль. Приходится постоянно держать его. Если повешать вес на отвал, то тогда проблема возникает, что слишком буксует он. Потому в данном случае при работе с песком легче всего делать так, как в обычном положении руля на мотоблоке. Больше всего используется в данной работе у меня третья передача. Тут, в принципе, даже можно было на четвертой это делать, но и так на третьей весь мокрый. Хотя на улице плюс 10. Кто не знает, для чего я это делаю. Здесь у меня большие перепады очень. Это лесок, я его очищал от лозинников. Там на заднем фоне, где темнота, там это лозинник. Такой же здесь и был. То же самое, не пройти, не проехать. Все вычистил, березки оставил. Сейчас березки подсаживаю. Хочу, чтобы красиво было тут. Такая березовая роща, чтобы была. И заодно, чтобы, так как требуется косьба необходима, потому что клещи эти ползут. Коты вечно приносят этих клещей. Ну, коты в любом случае найдут клеща. Вот у меня 2 кота и собака. Собака цепляла клещей за это лето только лишь благодаря котам. Да и семья даже моя пострадала в том плане. И на детях были клещи. Ну, там по одному было, там сразу антибиотики приняли. Благодаря котам. Я котов привозил на лето на дачу. Вот в середине лета я увез котов, и все. Клещи исчезли. Как будто вообще исчезли. Но, естественно, что они не исчезли. Но вот кот вечно где-то найдет этого клеща. Здесь необходимо косить. Помимо клещей гады ползучие, змеи, ужи. Ужи-то ладно, но змеи как бы. Но необходимо выкашивать. Косить ручным триммером. Как бы там кто не хвалил свои триммеры штилевские. Да бог с ним. Штиль, Хускварна, Чемпион, вообще без разницы. Все, что носится на себе, все тяжело, все не хочется мне этого делать. И газонокосилкой хочется все это выкашивать. Со временем все это зарастет, березки, листики попадают. Также создадут какую-то плодородку. И постепенно все это зарастет травкой. И все на этом. Будет ровненькая площадочка. Ну, плюс-минус ровненькая, само собой. С возможностью... Я и так тут половину выкашивал газонокосилкой, но так почти все буду выкашивать. Переставлять руль нет смысла, потому что основная рабочая передача третья. И нравится мне больше всего вот это отвал едет спиной, и он хорошо разглаживается. А ты работаешь с органами управления, приподнимая мотоблок, выравнивая площадочку. Сейчас прошли дожди, и песок даже стал лучше, с песком стало лучше работать. Он был засохший, камни, глины там присутствовали, и тяжело его было сбить мотоблоком. Но сейчас, как он стал влажный, все стало значительно быстрее и удобнее. Да, также забыл добавить, какая-то у меня проблема с регулировкой руля по высоте. Я, тружусь тяжело, руки устают, кисти, я там изо всех сил упираюсь в этот мотоблок, в таком позиции. И опять, сейчас я уже стал быстрее вспоминать о том, что не забывайте регулировать по высоте ручки на мотоблоке, как вам удобнее. Как только я ручки вниз опустил, все значительно легче стало. Регулировка есть, но постоянно в какие-то нужные моменты о ней забываешь. Пятиминутный перекур. Вот здесь у меня устанавливался 40-килограммовый утяжелитель. С ним только можно было снег убирать, и только он создавал действительно перевес. Но, как в последних моих роликах, снег с ним убирать можно только первую половину зимы. Или же сказать проще, до первой оттепели. Когда снег оттаял, все, бесполезная вещь, мотоблок увеса не хватит. Только если вы сразу будете площадь чистить метров, если у вас дорожка там, допустим, 3 метра, соответственно, на 5-6 метров надо расширять, чтобы постепенно снег подтаявший заполнял. Насчет гири, кто-то устанавливает на вот эти отвалы утяжелители, даже вот мотоблочные, просто сюда переставляют и все.
Да, оно когда здесь находится, вот здесь рычаг длиннее и легче. Не надо так утяжелять. Можно и гирю поставить сюда, и мотоблок с большего нормально ходит. Ну да бог с ним. Когда я покупал гирю эту, посмотрел, что продается. Там 24-32 килограмма. Эта гиря у нас 32 килограмма. На куфоре покупал ее. Куфор — это в России как Авито. Ну, у нас в Беларуси куфор. Продавец. Ну, вынес такой худощавый парень, такой ниже меня ростом. Но она такая у него зашлифованная, такая вся блестящая. То есть видно, что работал человек с гирей. Но вот решил продать ее. Он говорит, типа, ну вы себе заниматься, либо детям. Я говорю, не, мне на отвал, ну, для утяжеления. На снежный отвал на мотоблок. Такой, так это же кощунство. Кощунство. А что ж ты продаешь туда друга своего? Оставлял бы себе. Все равно продал. Все равно продал. Назад я не понес, хоть и знал, что кощунство, друга своего отдал. Но на куфоре там же есть оценка покупателя, продавца. Поставил мне, как покупателю, 4 звезды из 5 возможно. То есть, потому что кощунство. Ну, кощунство не кощунство, чего ж ты продаешь своего друга? Оставлял бы, натирал бы его, тренировался бы, так и все, ладно. Но это так, это просто к слову. Вспомнил про эту гирю, так и решил рассказать. Про кощунство. Ну все, нагладился, накатался, заколебался. Вердикт по отвалу – это его работа. Разгонять песок. Для этого он подходит. Для всего остального нет. Если он позиционируется как снежный отвал, ну, имеется в виду первый месяц-два, либо пару оттепелей, и все. Потом снимаю. Ушло мне на все про все 4 часа работы, ну, вот это разглаживание. Сделал 95-97% работы. Нет, даже больше, 98-99% работы я совершил мотоблоком с отвалом, а останется где-то ножкой, где-то лопаткой подгладить, разгладить, где-то что-то раскидать. Необходим контроль, конечно, за мотоблоком, так как руль напрямую жестко прицеплен к колесам. Какая ямка вот возле березы идешь, возле любого дерева, как я уже долбанулся один раз, надо контролировать. Ямочка, он тут же кулик, а если после долгой работы, если вначале так словишь, не проблема, а сейчас тяжело. Когда очень уставший, это тяжело делать. Ну, следите за каналом. Этот эксперимент будет длиться несколько лет по выравниванию и как вот поведет себя сейчас вот березки, как они листья накидают, как трава будет расти, как все это будет превращаться именно в красивую ухоженную территорию. Песка у меня здесь ушло 8 машин, ну где-то под 50 кубов песка у меня сюда ушло. Если бы у меня был адапт, скорее всего, толку бы не было вообще, потому что здесь постоянный контроль необходим за отвалом. Постоянно где-то приподнимаешь, чтобы сгладить неровность, где-то
придавливаешь. Можно ли сделать то же самое на адапт? Сомневаюсь, что настолько контроль будет. Я вот спрашивал, спасибо, что зрители отозвались по Хорса ИС-2. Пару человек прямо мне так комментарии запомнились. Один особенно там, как брату скажу, не надо он тебе. Но жалко, человек далеко живет, по-моему, в Гомельской области. Потому что я вот не нашел нигде, вот честных отзывов я по этому адаптеру не нашел. Ну, большое, говорится, спасибо, потому что ценник сумасшедший, а реально ли с него польза, сам такой сомневаешься. Ну, такой, только что прикольно, да, такая идея хорошая, квадроцикл получается. Но в остальном все. Заколебался на нет этими равняниями, планировками. Высота кое-где составила сантиметров 30. Ну, где, я думаю, где-то глубины у меня тут до 40 сантиметров засыпались песком. Есть еще места, с которыми стоит поработать, но уже сил нет. Возможно, это я уже потом сам. На этом все.